Год дракона подходит к своему завершению, оставляя незыблемый след в жизни каждого из нас. Этот год стал поистине революционно-трансформационным, разделяя нашу жизнь на до и после. То, что мы проживали, было похоже на 20-й аркан Таро «Страшный суд». Подымалось все наружу, и наступал такой некий судный день, от которого не застрахован был от слов совсем никто. Углубляться, конечно, в дискомфортные моменты, которые происходили с каждым из нас в течение 2024 года, я не буду, потому что, собственно говоря, каждый их проживал на собственной шкуре, которую мы будем с вами снимать в год змеи. Ясно одно, дракон нас испытывал, и это было очень тяжело для одной категории людей, для кого-то немножечко легче, но тем не менее это было некомфортно никому. 2025 же год будет не менее важным, фундаментальным как в развитии человечества, так и самой планеты и внутренних ее процессов. В общем, тоже год не самый сладкий, но это энергетически очень и очень интересный период. И тяжело, конечно, будет тем, у кого нет хорошего подкрепления с духовным миром. Об этом я расскажу далее, а для начала давайте немножко рассмотрим все-таки в чем заключается перепад-выпад дракона. А он, как оказалось, был для нас неким алхимиком в наших судьбах, который трансмутировал, таким образом взращивая, работая с нашим внутренним миром, подготавливая к отшельнику и разбивая комок мудрости, тем самым провоцируя, но и искореняя ненужное как в себе, так и в нашем окружении. Когда в событийном ряде жизненных ситуаций, казалось бы, в неком таком хаосе нужно было не потерять себя, но и не съесть собственный яд, который мог проявляться через агрессию как внутреннюю, так и внешних источников. Подавление, нежелание работать с теми задачами, которые должны были быть закрыты, переделаны, развязать кармические узелочки. И не зря же все-таки год дракона у нас с вами кармичней всех тех, которые были. Каждый из нас в той или иной мере имеет некую связь с энергией дракона, его вибрацией. И эта связь зависит исключительно от настроек нашей души, ее задачи, также проработок, которые каждый в индивидуальном порядке должен пройти для того, чтобы получить доступ в 2025 год с наименьшими потерями. А ключиком была как раз духовность, наше развитие, услышать себя и следовать своему внутреннему зову, а точнее, если быть, нашей душе. О чем это? Это о том, что 2024 год нас заставил столкнуться с самим собой, наработать связь со своей духовной силой, прислушаться наконец-то к себе, найти себя, проснуться, укрепить и направить силу воли в сторону развития и созидания. А это было тяжело, потому что события, как внешние, так и внутренние, закручивались таким образом, что пространство, то бишь сам дракон, его энергии, вибрации, подключались к нам и условно провоцировали нас, ставя друг напротив друга на ринге, но без правил. И смотрел, как каждый будет использовать свою силу, прочность на доверие, работу с гордыней, некая такая борьба между белым и черным, светом и тьмой. Формировались ситуации, в которых нужно было принимать кардинальные и судьбоносные решения, учитывая свой внутренний зов, доверяя своей интуиции и чувствуя свою душу. А этот зов, он у нас у всех разный, и не всем было легко его услышать. Отсюда и борьба как с самими собой, так и с другими. И, в общем, ветровые мельницы могли происходить у многих. А дифференцировались все мы по методам, которые использовали. Касаемо энергии дракона и моего видения энергии мудрого дракона, той ипостаси, которой было желательно использовать в течение 2024 года, а это все-таки, если мы его отождествим с китайской мифологией, с созидательным драконом, который
в любой ситуации. Он не нападает, он защищает свои границы, интересы, право выбора, понимает также значимость прохождения уроков и тех ситуаций, блоков, которые и преград, которые могли у него находиться на пути, не сбивая их, не переходя, а работая, прорабатывая, понимая весь смысл и сакральность тех моментов, над которыми он условно работал. Энергия же злобного дракона, опять-таки, да, если мы возьмем концепцию, мифологию, взгляды европейских убеждений с точки зрения дракона, а это наоборот все, это энергия нападения без надобности, это такое некое ущемление, подавление, использование власти и силы, чтобы прийти к цели, не имея, может быть, на это права. Это не проработка собственного эго, это не уступление интуиции и душе, а все-таки логика, все-таки какая-то расчетливость. Ну и в связке здесь же у нас с вами и непроработанный 15-й аркан, на котором, кстати, мы с вами в течение этого года в моих выпусках просто встречались почти в каждом выпуске и говорили о нем, и я пыталась каким-то образом даже немножко направить вас на то, что, собственно говоря, вот вы сейчас поймете, для чего это все было нужно, потому что змея и дракон в видео прошлого, точнее этого еще года, были не просто так. Связывающее звено 24 год и 25 это Уроборос. Кто-то мог о нем слышать в моем предыдущем видео, где я рассказывала про флюорит, и там уже начался такой отголосок проявления Уробороса. Уроборос всем известный древний символ, изображающий дракона или змею, а может быть это два животных вместе. В общем, кусающий свой собственный хвост, что символизирует вечность и бесконечность, циклы жизни, смерти, перерождения, а также единство противоположностей. В алхимии он представляет собой процесс трансформации и очищения элементов. Современные трактовки связывают его с психологией и эзотерикой, подчеркивая свойственность человеческой природы. Так вот, скрытый смысл Уробороса в контексте 24 года и ипостаси дракона, этого символа, это все-таки сила. И ее связь как раз связана с числом года, а это восьмерка. А восьмерка в нумерологии символизирует как раз материальное благополучие, работа с материальными вещами. Это также успех и, естественно, власть. Вторая восьмерка – это аркан силы, говорящий об умении взаимодействовать со своим животным инстинктом, тем самым поднимая точку сборки, то есть свое внимание, уровень сознания на более высокие частоты. Имея силу, как говорят, нужно научиться ей же и управлять. Она у нас находится у всех. У кого-то проявлена более, у кого-то проявлена менее. Это можно рассматривать как с точки зрения эзотерики, магии, как и самой силы души. Если мы рассмотрим восьмерочку немножечко глубже, то мы увидим, что она состоит из двух кругов. А смысл в ней таков: сними очки, открой глаза и разверни бинокль для того, чтобы найти других по своему подобию души. Потому что в перевернутым биноклем тяжело что-то увидеть. Если это любовь, то по зову сердца, а не инстинкта. Если дружба, работа, то связь по общим принципам и интересам. За единую цель, в которой каждый развивается. Работа с этим форматом восьмерки превращается тогда в бесконечность. Тот перевернутый бинокль, который формирует посередине точку соприкосновения, которая соединяет два круга и выводит в позитив. В этой позиции взгляд устремлен вперед, а не на бок. И в этой позиции у тебя открыты глаза, тебе не нужны очки. И ты четко понимаешь всю прелесть и красоту, с которой ты связан здесь и сейчас, и в которой ты хочешь жить и взаимодействовать с ней в будущем. А это полное ощущение того, что я буду с тем, с кем мне хорошо, кому у меня лежит душа
и с кем я на одной частоте. Работа это будет та работа, которая нравится мне, в которой я буду развиваться. Это дружба, это, да, в общем, все, что человека в таком контексте может связывать с биноклем перевернутым, в котором он видит этот мир, и потому что он его ощущает через свою внутреннюю силу, меняется парадигма жизни и, опять же таки, новый виток и переход на новый уровень своего развития и задач. В негативе же восьмерка могла срабатывать как конкуренция, применение силы, хитрости, мирских низменных каких-то желаний, боязнь оторваться от насиженного места работы, либо отношений, в которых продуктивности было никакой, но тем не менее было комфортно. И отсюда же нестабильность, провалы и неудовлетворяющие результаты. То есть, по сути, весь этот механизм, когда человек продолжал смотреть на перевернутый бинокль и мог не видеть полные картины, при этом иллюзорно верить в то, что его такая жизнь могла устраивать. Конечно, было бы легко все, если было бы так легко, как кажется. В общем, друзья, итог 2024 года – это закрытие двери прошлого, за которой нужно было оставить нелюбимую работу, токсичные и болезненные отношения, собственные страхи, эго, блоки, с пересмотром собственных приоритетов и ценностей, чтобы войти в новую дверь 2025 года более свободным, с теми, кто по душе и перспективами на будущее. А это 2025 год, в котором деревянная змея, тот же уроборос, измененный, включенный с ипостасией уже змеи, будет трансформироваться и сбрасывать кожу. И тут как раз вытекающий нюанс и четкое понимание, что и почему вообще делал с нами дракон в 2024 году. Почему настолько сильно была проявлена духовность, развитие, эволюция собственного сознания. И именно потому, что это точка опоры, которая будет помогать в 2025 году с событиями, которые все равно будут продолжаться каким-то образом, забирать то, что не нужно, и перестраивать нас на новый уровень эволюции сознания и обстоятельств, которые будут формироваться в течение этого года. Если ваши действия по дракону были несозидательными, то, сбрасывая кожу, змея, кусающая по сути свой же хвост, натолкнется на свой же яд, если он был использован неправомерно или не отпущено то, что должно было уйти, от чего, собственно говоря, должен был освободиться человек, пройти определенные уроки кармические, будь то отношения, будь то работа. Проще говоря, если уроки были не пройдены по дракону, они вернутся в той или иной форме в 2025 году. Тем же, кто использовал корректно энергии дракона, услышал себя, извлекая условно этот яд, это блоки, уроки, карму, работая над духовностью, прислушиваясь к себе, и, в общем, разные другие формы работы, с которой мог сталкиваться человек в 2024 году, то змея, наоборот, она покажет какие-то положительные результаты. По крайней мере, таким людям будет немножечко легче, потому что их точка сборки, повторюсь, духовность внутренняя для них будет фундаментальна, и у них уже есть какая-то наработанная связь. Как минимум, им точно не придется переделывать и перепроходить какие-то уроки, потому что яда в хвосте нет. А это форма мудрой змеи, которая подкрепляется еще девяткой, которая будет покровительствовать этот год и создавать условия для глубокого процесса трансформации. Девятка в нумерологии символизирует завершение, то есть по сути это завершение глобальных процессов в этом году. Второй старший аркан отшельник. А это человек, базирующийся на внутреннюю духовность, принципы, знания, желающий изменить свою жизнь осознанно, умея владеть также своим собственным ресурсом и не зависеть от внешнего мира, но при этом не терять с ним связь и наоборот дополнять его. По сути, это некий аскет, который убирает из своего пространства все то, что ему не нужно, и делает он, исходя из собственных внутренних убеждений.
Часто алхимики отождествляют старший аркан в виде мага, но вот с моей точки зрения высшая степень алхимика, она считывается вот как раз больше в отшельнике. Собственно, то, что будет пытаться делать с нами мудрая змея и во благо же нам. Как любая энергия, любое животное, любое обстоятельство, с которым сталкивается человечество, оно формирует некую такую цепочку, по которой в той или иной мере мы трансформируем нашу жизнь. Поэтому 2024 год с помощью энергии тяжелых дракона, который производил с нами некую трансмутацию, выковыривая из нас что-то, что давало нам возможность, точнее, не давало нам возможность услышать себя, принять правильные решения, наработать какой-то опыт, который в 2025 году змеи более легче будет приспосабливаться уже к непосредственной трансформации после трансмутации. Отшельник все же эта энергия очень сильная и нелегкая, и она может провоцировать на моменты, в которых люди могут чувствовать себя немножечко одинокими, несмотря, конечно, на то, что вокруг вас могут быть огромное количество людей, которые вас окружают, но тем не менее. Опять же таки, здесь в помощь будет работа, которую вы проделали в 2024 году. Если вы освободились от отягощающих отношений, бесперспективных, то это уже бонус. Если же эта работа была не сделана, то может она, конечно, обратиться в болезненные такие моменты проработки отношений, либо же конкретно уже какого-то расставания, если имеет место быть. Даже история с работой и с вашим окружением – это тоже некие моменты, которые будут, если проработаны, они будут идентифицироваться уже с точки зрения более развития, углубленности, идти по своему пути и по своему направлению. Если же работа не была проработана, не услышана вашей душой, то опять-таки могут просыпаться некоторые моменты ситуации, в которые хотите или не хотите, вас просто будет пространство заставлять следовать зову своей души. Так вот, ощущение внутренней пустоты будет возникать по большей мере у тех людей в том случае, если вы не занимаетесь вашим духовным развитием или какими-то, например, духовными практиками. Потому что отшельник – это о том, что пришло время из внешнего мира погрузиться в свой внутренний мир и начать с ним диалог, культивируя то, что там уже находится. 25-й год будет давать посыл на то, чтобы люди стремительно увлекались духовным развитием, обучением. Это могут быть разные, конечно, формы работы над собственным сознанием и проблемами, с которыми они могут сталкиваться, и решениями, которые использовать. Это работа с психологом, это какие-то обучения, это поглощение знаний. Кстати, отшельник – это еще тема и у аскези, и она тоже будет очень актуальна и продуктивна в этом году. Здесь тоже следует заметить, что год будет под покровительством не только отшельника, но и в то же самое время планеты Сатурн. А он все-таки будет настраивать на пересмотр собственных убеждений, внутренних ценностей, потому что старые уже они просто не актуальны, они исчерпали себя и не будут приносить никаких результатов. Поэтому здесь так будет либо по-хорошему, либо все будет насильно, соответственно, создаваться условия, в которых придется работать и освобождаться от того, что иссякло себя. Поэтому год, конечно, своеобразный, с одной стороны, тяжелый, потому что он будет, повторюсь, заставлять сбрасывать кожу, заставлять меняться. Но с другой стороны, это и колоссальная, конечно же, возможность роста, перспектив и поднятия своего уровня жизни на какой-то другой уровень, не только жизни, но и развития. Когда, по сути, мы будем понимать, что мы способны изменить свою жизнь и избавиться от многого, потому что этот год об избавлении. Естественно, все будет еще зависеть, сколько вы сбросили, от чего вы освободились в 2024 году.
А когда я говорю о духовности, о внутренней опоре, а это все-таки говорит, ребята, о том, что это внутренняя гармоничность, это отсутствие претензий и обид к себе и к другим, это трансформационные убеждения, работа с самим собой и над самим собой. Это все, по сути, формирует некую устойчивость, которую можно ассоциировать как даже с силой рода, которая стоит за нами, питает нас, на которую мы можем полагаться и за счет которой мы можем проносить в будущее традиции, но уже по-своему, каким-то образом делать что-то свое, базируясь на то, что имеем. В данном контексте это род, а в условиях отшельника этого года это именно вот эта внутренняя наша опора, на что мы полагаемся и чем мы себя мотивируем. Естественно, в соотношении с отшельником, который все-таки говорит «погрузись в себя», это всего лишь нужно для того, чтобы убрать лишнее. Естественно, он не будет трогать тех людей, которые с нами на одной волне наших ценностей, наших убеждений, нашего мировоззрения. Тех людей, с которыми мы растем, развиваемся не только духовно, но и в плане наших физических отношений, то есть любви, работы, дружбы. Отсюда и важность находиться и соединяться, идентифицировать себя с правильными людьми, с которыми будет развитие, с которым ты будешь идти в одну ногу развития, при этом не ущемлять своих приоритетов. К слову, от себя могу сказать, что также самый этот проект на этом канале был открыт с целью, чтобы делиться той информацией, которой я владею, моим видением, опытом, а также помогать людям развиваться и находить себя. Я делюсь здесь и обучаю тем инструментам, которые могут помочь не только с магической точки зрения развития, саморазвития, но и в плане бытовой жизни, работы, применения этих навыков на опыте. Собственно говоря, на этом я и сфокусирую свое внимание на 2025 году и буду рада всем тем, кто будет присоединяться на этот канал, расти вместе со мной, каким-то образом обучаться. И, вместе легче проходить тяжелые моменты, которые 2025 год все-таки нам всем чуть-чуть предрекает. А это важно, потому что, с одной стороны, 2025 год змеи будет срывать маски, которые, опять же таки, подтолкнут каждого к каким-то переоценкам. Могут происходить события, когда определенное количество людей начнут проявлять себя в своей естественной форме, если она еще была не идентифицирована в 2024 году. То есть это история о том, что когда человек говорит и делает, это соответствует ему внутреннему миру и соответствует этому всему. Вот здесь вот как раз отшельник будет довольно-таки жесток, как и с вредными друзья-привычками, которые, если у вас есть, то будет акцент именно на этом. Не зря у нас с вами, друзья, в предыдущих контентах, повторюсь, всегда вылетала змея, 15-й аркан, который я просто в один момент устала говорить и рассказывать, вроде как нарочно все было подстроено. И было все это не зря. Я где-то даже вас немножечко подводила и готовила к 2025 году. Касаемо моих личных ощущений, видений и изучений на 2025 год, скажу так, что он будет формировать, соединять и укреплять связи между душами, которые очень давно потеряли какой-то контакт. И в этом тоже есть определенный смысл эволюции и программы самой планеты, то есть вывода и соединения этих душ для определенных каких-то масштабных целей. И к этому этих душ готовили. Как раз вот такие ребята, души уже могли чувствовать энергии дракона, что с ними происходит, к чему их ведут, и отсюда тяжесть прохождения, закрытие такой вот этой некой двери, как перед финишем, когда у тебя уже нету сил, когда кажется, что все несчетно, но нужно все-таки добежать. И это как работа в паре,
когда ты бежишь по кругу, держа другого за руку. У одного может быть закрытые глаза, у другого открытые, и тут должно было быть доверие. Такое доверие могло быть как в контексте бытовой жизни между парами, которые эффективно рядом возле друг друга проходили такую маратону. Для других душ, которые на расстоянии по зову, вибрации, по каким-то программам могли друг друга себя там чувствовать, считывать каким-то образом. И опять-таки, да, отсюда кто-то ведущий, а кто-то ведомый. Поэтому здесь многие могли уже чувствовать, не осознавать, не объяснять себе какие-то эти моменты, но здесь могли уже происходить такие процессы, о которых такие души на расстоянии уже могли это ощущать. Вторым элементом будет у нас меняться, друзья, структура Земли. Где-то вода уходить, где-то приходить, формироваться новая карта планеты. Не всегда это будет приятно и комфортно. Много перемещений, изменений места жительства, локаций, формирования некоторого такого плана для передвижения, кстати, которое, в принципе, уже началось так интенсивно в 2024 году, и мы могли это все замечать. Произойдут также изменения у большинства людей на уровне генетики, ДНК-кода, будут проявляться физиологические, расовые предрасположенности, будут меняться методы лечения, самолечения даже, кстати, питание и изменяться энергетический формат человека. Происходить это будет постепенно и на самом деле не у всех. В природном плане проявится, скорее всего, много новых форм животных в животном мире. С точки зрения космической планетарной характеристики начнут проявляться новые формы информации, в связи, работы с информацией. К ним будет некий такой доступ, и тем самым наука их же будет подтверждать. На политической арене этот год очень важный также, потому что он будет все-таки закрывать такой цикл, как мы поняли, и тем самым формировать передоговоренности между государствами, между структурами. И, собственно, в итоге приводить к завершению больших конфликтов. Поэтому очень важно понять, что нам нужно правильно прожить вот этот 2025 год и пройти все уроки, которые будут даны нам. А это очищение, это сбрасывание масок, это устранение всего того, что нам мешает, привычки вредные, изменения в наших ценностях, в наших целях, и сделать, в общем, глобальную такую работу над собой, потому что отшельник – это же еще и про учебу, и это очень важный элемент. В общем, лозунг этого года – это развитие, это знание. Продолжать учиться, обучаться, либо же начинать все-таки это делать. Это очень важный, фундаментальный, как никогда в этом году момент, и многие поймут, почему это так было важно, но уже в 2026 году. Вы можете записываться на какие-то курсы, повышение квалификации, начинать развиваться, усваивать какие-то новые технологии, изучать и работать с информацией. Это можно вступать в какие-то новые сообщества. В общем, там, где будете черпать знания, вот там всегда будет во благо. Все это, что будет происходить с вами с точки зрения запитки вашего сознания, оно будет полезным, потому что на уровне будет происходить некая структуризация, подготовка, давать устойчивость и, естественно, бонусы, которые будут получаться в 2026 году. На этой прекрасной ноте я хотела бы вам сказать, а точнее поделиться, что лично для меня этот год был довольно-таки серьезным, очень важным с точки зрения моего развития, с точки зрения реализации этого проекта, который начался как раз с видео драконов, год дракона. В общем, поблажек у меня вообще слова совсем не было, пришлось работать над собой, работать над этим проектом, который взял такую некую форму, о которой я даже и подумать не могла, но искала и работала над ней годы назад, 2 года назад, точнее, вот именно не то, что 2 года назад, а 2 года плодотворной работы, собирая по пазликам и формируя все то, что вы видите, картинки,
информацию. Все сделано именно мной, и отсюда и занимает очень много времени, и отсюда же видео не настолько часто выходят, потому что это все не так легко и просто, особенно когда ты делаешь это сама, но это этого стоит, труды они стоят, развитие стоит, и новая форма подачи знаний, информации все же помогли мне создать собственный ДНК в этом проекте. Друзья, я искренне вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю, чтобы вы ни в коем случае даже на секундочку не останавливались в своем развитии, в ваших каких-то проектах. Я желаю вам найти вторую половинку, точнее не вторую половинку, а родную душу на той вибрации, на которой находитесь вы, сохранить любовь и отношения, культивировать, если они уже у вас есть, и реализовать себя по полной мере. Но главное, что я вам хочу посоветовать лично от себя: никогда не останавливайтесь, никогда не брезгуйте той информацией, которая может быть у вас в пространстве. Она не сегодня, так завтра вам поможет. Я еще раз вас всех благодарю за внимание, за то, что вы со мной. И кому не лень, напишите коммент, как было вам полезно видео, и что вы вообще можете сказать о вашем нахождении в моем пространстве. Ребят, всем пока-пока. Услышимся в 2025 году.